4,5 миллиарда лет назад Землю было трудно узнать. Вместо лесов, гор и океанов, которые мы знаем сегодня, поверхность нашей планеты была полностью покрыта магмой, расплавленным скалистым материалом, который появляется при извержении вулканов. Однако вопрос, какой была атмосфера в то время, остается открытым. Новые международные исследования направлены на раскрытие загадки древней атмосферы Земли. 4,5 миллиарда лет назад магма постоянно обменивалась газами с атмосферой. Воздух и магма влияли друг на друга, так что можно узнать об одном от другого. Чтобы узнать состав атмосферы древней Земли, которая сильно отличалась от сегодняшней, исследователи создали магму в лаборатории. Смешав порошок, который соответствовал составу расплавленной мантии Земли, и нагрели его. То, что звучит просто, требовало новейших технологических достижений. Состав мантийного порошка трудно поддавался плавлению. Для этого процесса потребовались температуры около 2000 градусов по Цельсию. Для этого требовалась специальная печь, которая нагревалась лазером, и внутри которой исследователи могли левитировать магму, позволяя потокам газовых смесей течь вокруг нее. Эти газовые смеси были вероятными кандидатами в первобытную атмосферу, которая, как и 4,5 миллиарда лет назад, влияла на магму. Таким образом, с каждой смесью газов, обтекающий образец, магма оказывалась немного разной. Ключевое отличие заключалось в том, как окисляется железо в магме. Если объяснять менее точными словами, то это происходит подобно образованию ржавчины. Когда железо встречается с кислородом, оно окисляется и превращается в то, что мы обычно называем ржавчиной. Таким образом, когда газовая смесь, которую ученые продували над своей магмой, содержала много кислорода, железо внутри магмы становилось более окисленным. Такой уровень окисления железа в остывшей магме дал ученым материал для сравнения с природными породами, которые составляют сегодняшнюю мантию Земли, так называемыми перидотитами. Окисление железа в этих породах до сих пор находится под влиянием древней атмосферы, запечатанной в них. Сравнение природных перидотитов и перидотитов из лаборатории дало ученым ключ к пониманию того, какая из этих газовых смесей наиболее близка к атмосфере древней Земли. Они обнаружили, что после охлаждения из состояния магмы у молодой Земли была слегка окисленная атмосфера с углекислым газом в качестве основного компонента, а также азотом и небольшим количеством воды. Давление на поверхности также было намного выше, почти в 100 раз больше, чем сегодня. Сама атмосфера была намного выше из-за горячей поверхности планеты. Эти характеристики сделали ее больше похожей на атмосферу Венеры, чем Землю сегодня. По словам исследователей, из этого результата можно сделать два основных вывода. Первый заключается в том, что Земля и Венера начали с очень похожей атмосферой, но впоследствии последняя потеряла воду из-за более близкого расположения к Солнцу и связанных с этим более высоких температур. Земля, однако, хранила воду, прежде всего в форме океанов. Они поглощали большую часть СО2 из воздуха, тем самым значительно снижая уровень углекислого газа. Второй вывод заключается в том, что популярная теория возникновения жизни на Земле сейчас кажется гораздо менее вероятной. Этот так называемый эксперимент Миллера-Юри, в котором удары молнии взаимодействуют с определенными газами, с образованием аминокислот, строительных блоков жизни, было бы трудно реализовать. Необходимых газов было бы просто мало.